Друзья, всем привет! Снова я с этой установочкой своей. Это подошва пильная для болгарок, прижатая струбциной, и своеобразная стойка как бы получается. Вот так вот. Все это прижимается дело. Достаточно устойчивая такая штука. Ну, она чуть-чуть вибрирует, но в работе, сейчас покажу, она не вибрирует. Но видео не про это. Про вот это конкретно видео смотрите на канале. Зайдите. А сейчас я покажу, как она. На малых оборотах я сделал, у меня регулируется машинка. То есть нет критической вибрации, можно применять вот таким образом. Кроме того, что пилить с упором, да, какие-то материалы, эта штука выручает. Но так же, как стойка применяется. Вот за счет струбцин зажимных, там быстро зажимные, не быстро зажимные, разные струбцины. И вот так вот она стоит, ручкой тут крепится, здесь вот скоба. Ну, повторюсь, видео не про это. Вы видите, здесь у меня ряд таких насадок, биточек и обломанные сверла. Вот, смотрите, с шестигранным хвостовиком Hex, евро посадка. Не японская посадка для большинства, не удлиненная вот эта штучка, вот эта. Японская, она длинная, такая вытянутая. А это как бы общепринятый стандарт, который в большинство инструментов держится. Вот сейчас покажу на примере. Вот, допустим, вот удлинитель, переходник, вот магнитный такой. Вот сюда вставляется она, ну и держится. А японская, она сюда полностью не влезет, она будет тут торчать и не будет зажиматься. Или вот такой вот, допустим, переходник, который вы часто видите на моем канале в работе, когда я работаю. Вот так вот. Вот его не вытащить, нужно оттянуть, и только потом он вытаскивается. Японский длинный, удлиненный, он здесь держаться не будет. Он войти войдет, но он выпадет. Ему не за что там цепляться. Вот шарик, который сюда западает, он, получается, доставать не будет. Хотел сегодня показать вот про эти обломанные сверла. Вот они, китайские сверла, ну, китайского производства, не китайские, а китайского производства. Они все поломались, дешманские. И вот такие битки. Вот, слизанные уже, достаточно давние, такие вот, вообще просто уже все на списание. Выбрасывать жалко. И вот что вы думаете, потеряла тут шило. У меня для работы сейчас нужно шило частенько накалывать в разметку под саморезы в мебельной сборке. Шилом самое милое дело прокалывать. Я его куда-то посеял. Вот у меня есть вот такая ручка замечательная. Ну, она длинная, правда, ну ничего страшного. Ну и переходники разные вот так вот вставляют. И вот сюда можно потом что-либо вставлять через удлинитель, насадки различные. Либо длинную биту сразу сюда вставлять можно. У меня есть 300-миллиметровая, вот эта ручка меня очень выручает с 300-миллиметровым жалом, которым можно куда-то далеко-далеко залезть. А еще и больше удлинить можно. Ну, годная штука, она должна быть. Ну и такая длинная, и короткая. Ну, я короткой потом обзаведусь. Это вот такой вот производитель, опять же не реклама, показываю просто для чего я сейчас, что я собрался делать. Хочу попробовать прямо у вас вот перед вами на глазах, да, вот на этом видео. Сейчас вот вставлю в шуруповерт сверло в дрельку, вот, реверсом в обратную сторону, где тут обратно, в обратную сторону включу и заточу сверлышки на вот этом камушке. У меня получится вот такой как бы заменяемое шильца. Ну, пока того не нашел и не добрался до нового. Но не обязательно. Вот можно применить и без покупки нового шила. Давайте я сейчас заточу. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот такое вот получилось шило, коротковато. У меня цель была заточить у сверла вот эти, как это называется, резцы, вот эти вот, чтобы закруглить я хотел.
Вы знаете, смотрите-ка, блин, тут сталь-то такая не слабая. И вот получилось вот такое, я смотрю, даже доводить не надо. На этом камешке нормально заточилось. Что вот из этого выходит, да, давайте посмотрим. Вот такое шило. Оно не длинное, оно короткое. Мне длинное шило не нужно. А мне накалывать в панели мебельные разметку, еще раз повторяюсь. Вот, цель накалывать, проделывать отверстие небольшое под саморез, чтобы он встал, чтобы шуруповертом легко было потом уже стоящий саморез, закрутить, потому что бывает, что деталей много, ты одну держишь, другую там придерживаешь, поддерживаешь, еще и саморез, еще и шуруповерт в руках, да, вот шуруповерт, и все это одновременно надо успеть сделать, поэтому бывают моменты такие, где надо наколоть в разметку, цель, так скажем, да, отверстие, туда вставляется саморезик, он держится, и ты спокойно завинчиваешься, зашурупливаешься. И вот такое вот небольшое шильце получается. Вот сюда вот его можно вставить и, естественно, вот в эту ручку. Вот. Получается вот такое вот шило, вполне пригодное. И оно, я смотрю, прям вообще нормально так. Даже от слова совсем не хочет, тут даже намека нету на какие-то загибы. То есть это же каленая сталь, получается. И вот кованая, да, или какая там для сверл. И вот получается легко и непринужденно, без особых усилий зашилиться, так скажем, можно будет. Вот такой прикольчик. Вот. Так что, я думаю, не стоит выбрасывать вот такие вот мелочи периодически. Вот можно даже, где-то, допустим, сейчас покажу, допустим, вот такой вот, правда, здесь пружинить будет, люфт меня не волнует, люфт иногда и нужен. Вот такое вот получится шило. Нормально. И когда удлинители есть, то милое дело, сейчас я вытащу, милое дело это применять удлинители, вот, допустим, вот так и вот так. Где-то далеко, допустим, шило достать, не насквозь, не сквозное шило, как таковое, и не нужно. И, соответственно, вот такой наконечник, как отдельный инструмент, мне теперь не надо будет таскать там шило, да, а у меня есть это все в моем кейсике, в рабочем. Сейчас заточу вот и потоньше получится шило, и совсем игольчатое получится шило, сейчас я здесь покажу вам, и вообще вот такое вот. А потом попробую одну битку заточить, посмотрим, может быть получится тоже шило. Давайте попробуем. Беру теперь вот такой толщины. Вот это вот совсем коротенькая получилась, малюсенькая. Я говорю, моя цель сточить вот эти грани самого сверла. Это совсем тонюсенькая, конечно же. Сейчас сравним его с предыдущим. Тоже нормально пойдет. Вот так вот, допустим, мелкое что-то тоже, короткое проколоть, подколоть не насквозь. Тут ограничитель как бы срабатывать будет. Вот на такое расстояние где-то заколоться. Вот такие вот вещи получаются. Нормальная, годная тема пойдет. Вот это я не буду уже затачивать. Это оно укоротится, сейчас совсем маленькое станет. Хотя, кто его знает. Давайте попробуем. Нормально тоже, кстати. Годная тема. И оно такое прям нормально. Я даже сам не думал, что так получится сейчас. При вас все делаю, и все вот ровненько. Вот. Видите, вот я не доточил. Вот здесь сейчас еще проточу. Приглядитесь. Давайте сейчас. Сейчас проверю. Секунду. Да, нормально все. Вот такое вот совсем микроскопическое шильце. Вот оно. Еще одна. Есть. Сравнить, если. Вот так вот получается. И вот такое получается укороченное. Тоже нормально по длине. То есть на все случаи жизни шило.
То есть теперь у меня 3 шила. Можно было бы выбросить это к ядрене фени. Но вот, получается 3 шила. Раз, два, три. Я больше чем уверен, вот сейчас покажу, уже прям убежден, что они, так как они каленые, они не обломаются никогда. В мягкий материал, в ЛДСП я буду применять, да, получается. Вот такие вот вещи. Ну, скорее всего, вот это будет всегда в работе. Ну, 4-я, типа игла, не знаю, не буду, наверное, делать. Оно совсем короткое будет здесь. Прям, ну, давайте сделаю. Смотрим тогда. Подписывайтесь, если что. Ну, это совсем, приглядитесь, совсем тонюсенькая стала. Вернее, как, короткая и заостренная. Ну, где-то, я думаю, может быть, тоже пригодится. Вот, если нет, да выбросим уже. Где-нибудь в электронике 100% может пригодиться что-нибудь. Тоже наколоть мелко или достать. Ну, пусть будет. Ну и давайте попробуем сейчас из биты сделать. Вот это вот одну штучку сделаю, посмотрим, как оно себя вести будет. Что из этого выйдет. Самая слизанная бита, уже давно списанная. Давайте. Ну, результат отличный, в общем-то. Сейчас я его доведу. Ну, результат, я хочу сказать, повторяюсь, но говорю сразу, прикольный. Так, сейчас. Вот. Ну, такое получится толстое шило. Ну, как сказать, толстое. Ну, наконечник тонкий. И тоже достаточно такой серьезненький. То есть это получается вот такой вид шила. Вот. Раз. Ну, нормально, меня устраивает. Ну, необходимость как бы в покупке шила, которая мне очень нравилась, которую я посеял, нападает. Ну и фиг с ним. Вот получается у меня теперь раз шило, 2 шила, 3 шила, 4 шила и 5 шила. Это, ну, такие по потребности мини-шилы, не длинные, не просекные, не сквозные, а такие вот для накола. Вот они, получается. С хвостовиком хекс. Нормалды, как говорится. Так что выбрасывать такие мелочи-то не обязательно. Можно и применить. Вот это вот без вот этой насадки. Вот сейчас вот сюда. Раз. Вот такое вот. Причем мне надо вот так накалывать. Вот. Раз, я вот так вот. Оп, и все. Ну, пальцем я улавливаю как бы уровень и прокалываю. Так, а чтобы проколоть-то, давайте сейчас попробуем. Это вот, смотрите, отверстие. Это я Керн купил себе китайский. О чем пожалел. Буду снимать видео в следующем ролике. Покажу. Не связывайтесь с китайским, покупайте только фирмовый. И вот это от него тут следы. А вот здесь нет следов. Вот давайте посмотрим. Это щелкнул сейчас, это зашло. Слушайте, прикольно. Вот. Раз. Обалдеть. Мне то, что нужно. Причем я силу-то не применяю. Вот такие отверстия вот надо делать периодически. Вот в ламинированном ДСП. Это вот образец такой, ну, испытательная дощечка. Вот, если со всей силы, то вот такое широкое получится отверстие. Если тихонечко, сколько надо, вот такое вот. Вот. Или такое. Иногда вот и такое требуется, кстати, отверстия. Бывают. То есть, кто собирает мебель, они в курсе. О, вот тут вот уже, смотрите, моментик. Отщелкнул, ну, вылетело. То бишь, вот это надо будет применять. Вот. Опять же таки, без вот этого. Ну-ка. Вот сюда. Вот. Смотрите. Вот. Раз. Вот, все. Прекрасно. Это толстое. И вот, видите, оно хотело там застрять, оно не дало уйти вот так раз. Ну, люфт есть, но, опять же, я говорю, люфт мне не играет роли. Смотрите, я упираюсь иголкой. Иголка-то на месте. Люфт просто в ручке.
И вот так вот, раз, все, я уперся, и она ровненько будет. Вот, не соскользит. Попробуем вот эти вот. Нормально. Тема. Повторяюсь, вот оно тоньше по сравнению вот с этим шилом. Но я так понимаю, вот эти два шила у меня уже будут в работе. А может и все, фиг его знает. О, а это прям входит. Из-за того, что оно тонкое, оно входит, получается. Упираю, и оно вот так вот, смотрите. Но мне так глубоко не надо, мне вот такие вот надо моменты. Ну вот, то есть вот, раз, все. Так, это вот это шило было. Давайте другое попробуем поколоть. Смотрите, оно тонюсенькое. Так, сейчас настроится. Приглядитесь. Вот. Опа. Вот он. И вот сюда давай. Вот. Все годные. Ну а вот, в общем-то, пришло время для вот этого шила. Вот собираю шкафчик. Уже собрал на заказе. И сейчас покажу, как вот, зачем оно мне нужно, это шило. Вот как раз то, что я заточил. Вот он, рукоятка. Все здесь собрано. Вот смотрите, шкаф, разметка у него есть зеркальная, тут всякая разная запасная. Ну, заглушки здесь ставятся вот такого плана. Потом это корпусная мебель недорогая. И вот, значит, сейчас надо перекладывающую трубу повесить вот на такие проушины. Вот они. На вот такие саморезы. И разметки нету. И вот я сделал сейчас как раз разметочку. Вот она, если видно. Вот. Смотрите, вы не обессудьте еще, я снимаю одной рукой, и поэтому видосы не очень-то качественные. И здесь в шкафу это не очень-то удобно показывать. Вот смотрите, я прицеливаюсь и камерой не могу навести, потому что я смотрю на цель, а не в камеру. Смотрите, вот. И вот так вот надо наколоть вот саморез. Вот, раз, шел. Ну, это можно заранее было сделать, но бывают моменты, когда заранее не делаешь специально. Понять потом, куда лучше. Вот, видите, сделал разметочку. И вот сюда также надо. Это я накорякал с этой резиночкой. Вот шило. Таким образом сюда саморезик снятит. А то некоторые деятели ругаются, не показывая зрителю. Одной рукой реально невозможно снимать. Так, сейчас, секунду. Вот. Насадил. И вот он не соскальзывает с ЛДСП, а когда нет такой разметки, то он соскальзывает и уходит мимо саморез. Ну, вот таким образом все это дело закручивается. Все, друзья, кому понравилось, реакции свои оставляйте, пишите мнение. Может, кто-то ищет, кому-то понадобится это дело. По поводу длины видео, в общем, не ругайтесь там, не обессудьте. Это не TikTok, YouTube не любит короткие видео. У него отдельный раздел есть, Shorts. А здесь как бы такое видео познавательное, так что имейте в виду. Всем спасибо, всем пока.